Всем здравствуйте! Меня зовут Юлия, вы на канале Вязаная История. В этом видео я предлагаю вам связать вместе со мной символ следующего года, 2022. Это тигренка. Он у меня необычный, у него еще есть дополнительный вязаный предмет гардероба – комбинезон. Весь в кадр не помещается, но постараюсь вам сейчас его покрутить, повертеть, чтобы было все заметно. Вот так выглядит тигреночек в комбинезоне. И сейчас покажу, как выглядит он без него. Комбинезончик съемный. Вот такая у него мордашка. Глазки я использовала 18 мм на безопасном креплении. Носик вышивается. Все полосочки у тигренка тоже я вышивала. Не люблю вязаные, поэтому не буду их делать. Также в этом видео мы с вами будем точно так же вышивать вот такие полосочки. На мой взгляд, они смотрятся аккуратнее, милее, чем, например, вывязанные, и немножко будет грубовато вывязанным, поэтому будем вышивать. Вот так выглядит тигреночек без комбинезона. У него очень большие ножки, плотненький такой животик, туловище. Сзади хвостик. Игрушка идет цельно вязаная. Ввязываются ножки, хвостик, ввязываются ручки и вывязывается из туловища голова. Получается, из пришивных деталей у нас ушки, мордочка. И придется немножечко повышивать носик, пятнышки, полосочки. Все это делается быстро и легко. Я вам покажу все подробно, как что сделать. Так, на тигренка у меня ушел один моточек основного цвета, вот такого рыженького. Вот он. Я напишу под этим видео все необходимые материалы и также напишу номера цветов, вдруг кто захочет такой же. Крючок я использую 4 мм и вяжу довольно плотно. Если вы вяжете большим номером крючка и посвободнее, то пряжи вам понадобится, мне кажется, немножечко больше, чем один моточек. Если будете вязать так же, как я, плотненько, то можете уложиться в один. Также мне понадобился белый цвет. Белого тоже не совсем мало уходит, примерно полмоточка у вас должно быть в запасе. На ножке, на ручке, на мордочку и чуть-чуть на ушке. И также понадобится такая пряжа коричневого цвета. Это немножко между черным и коричневым, такой прям темный шоколад. Тоже номер цвета я напишу вам в описании к видео. Так, ушки будем вязать немножечко поменьше. Эти я специально потом после ушивала, поэтому немножечко будут поменьше. Ушки смотреться будет также хорошо. Еще будем использовать для комбинезона вот такую пряжу. Yarnart Jeans Tropical. Здесь у меня 50 грамм, 160 метров. И я использую очень тоненькие спицы, 2 миллиметра. На комбинезон будет отдельный попетельный мастер-класс. Каждую петельку свяжем вместе с вами. Комбинезончик не маленький. Большая часть у него занимает капюшончик. Мне кажется, работа того стоит. Игрушка не самая быстрая, но зато мне лично очень-очень нравится результат. Так, в первой части свяжем все дополнительные детали. Свяжем ножки, ручки, хвостик, ушки и мордочку. Во второй части все это вместе соберем, провязав туловище и голову. Если вам понравился такой тигреночек, берите необходимые материалы и приступаем к вязанию. Начинаем вязать ручки белым цветом. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый,
5 и 6 столбик. Колечко затягиваю. И в последнюю петлю я ставлю маркировочную ниточку. Следующий ряд, второй, нам нужно с вами провязать 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 2 столбика. Вяжем первый столбик в эту же петлю, второй столбик, следующий, также вяжем вторую прибавку, в следующую петлю третью прибавку, четвертую, пятую и в последнюю петлю провязываем шестую прибавку. Следующий третий ряд мы вяжем 1 столбик без накида прибавка и так повторяем 6 раз. Провязываем 1 столбик, в следующую петлю мы провязываем прибавку, снова вяжем столбик, в следующую петлю прибавку, третий раз вяжем столбик, в следующую петлю прибавку. Это мы провязали с вами 3 раза. Еще 3 раза также столбик прибавка провяжите до конца ряда. В итоге у нас должно получиться 18 столбиков без накида в ряду. Довязали. Следующие 2 ряда, 4 и 5, провяжите по 18 столбиков без накида. Провязали 2 ряда без изменений. Дальше вяжем следующий 6 ряд. Нам нужно с вами провязать подряд 3 убавки. Убавки я провязываю, захватывая только передние полупетельки. У нас делится на заднюю полупетлю и на переднюю. Заднюю мы оставляем не провязанной. Крючок вводим под первую полупетельку и сразу же вводим его под вторую полупетлю. Вытягиваем ниточку, провязываем убавку. Точно так же вторую убавку провязываем, захватывая только переднюю полупетельку на первом столбике и на втором столбике сразу. Третий раз вяжем точно так же убавку. Дальше довязываем до конца ряда 12 столбиков без накида. Первый, 11 и 12. Следующий 7 ряд. Мы снова провязываем 3 убавки. Первая, вторая, и третья. И теперь довязываем до конца ряда 9 столбиков, но на 5-м столбике мы будем менять нить на цвет тела. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый.
И пятый столбик мы до конца не довязываем, оставляем на крючке 2 петли. Белую ниточку я теперь обрезаю, больше она нам в этой детали не пригодится. И присоединяем рыжую, оранжевую, какую вам больше нравится, цвета тела. Все, довязали так пятый столбик уже другим цветом. И теперь дальше довязываем оставшиеся 4 столбика до конца ряда. Хвостики сразу же ввязываем. Наполняем деталь плотненько. И далее с 8 по 14 ряд вяжем по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Всего нужно провязать, так получается, 7 рядов. Вот что у нас в итоге должно получиться. Такая деталь. Я добавила еще наполнителя примерно до, не считая последние 2 ряда, вот эта часть у меня полностью наполнена. Причем плотненько. Дальше уже наполнитель добавлять не буду. Нам остается связать еще один ряд. 15. Провязываем 2 столбика. Первый, второй. Провязываем убавку. Четыре столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Еще раз провязываем убавку. И еще 2 столбика без накида. Первый, второй. Складываем деталь пополам. Вот эта самая выпирающая часть ручки у меня прилегает к животику. Поэтому я не провязываю никаких дополнительных столбиков. А именно в таком же, вот как заканчивается у меня здесь сбоку последний столбик, так дальше и соединяю вместе, чтобы ручка ввязалась в туловище вот в таком положении. Складываем и теперь провязываем за обе стеночки 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, и 5 столбик. Воздушная петля, ниточку обрезаем. Длинную обрезать не нужно, потому что ручки мы ввязываем. Вот такая деталь у нас с вами получилась. Вяжем точно так же вторую ручку, они одинаковые будут. И приступаем к вязанию ножек. Начинаем вязать ножки также белым цветом. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо провязываем 6 столбиков. Первый, второй,
третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем, и в последнюю петлю я ставлю маркер. Следующий второй ряд мы провязываем 6 прибавок. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая прибавка. В итоге у нас получилось 12 столбиков. Следующий ряд третий мы провязываем 1 столбик без накида прибавка, и так повторяем до конца ряда. Вяжем первый столбик, в следующую петлю провязываем прибавку. Второй раз вяжем столбик, в следующую петлю прибавка. Так мы провязали 2 раза, и еще 4 раза точно так же столбик прибавка. Провяжите до конца ряда, и в итоге у нас получится 18 столбиков. Четвертый ряд провязываем 2 столбика без накида прибавка, также 6 раз. Вяжем первый столбик, второй столбик и прибавку. Второй раз вяжем 1 столбик, 2 и прибавка. Еще 4 раза также вяжем, и в конце ряда у нас получается 24 столбика. Пятый ряд провязываем 3 столбика без накида прибавка 6 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий и вяжем прибавку. Это мы провязали 1 раз, и еще 5 раз, также 3 столбика прибавка до конца ряда вяжем. И в итоге получается у нас уже 30 столбиков в этом ряду. Шестой ряд провязываем 4 столбика без накида прибавка. Первый, второй, третий, четвертый и прибавка. Также повторяем до конца ряда еще 5 раз, и в итоге получится у нас с вами 36 столбиков. Следующий 7 ряд мы будем вязать за задние полупетли. Получается, у нас делится на 2 петли, на переднюю и на заднюю. Сейчас передние оставляем не провязанные, вяжем только за задние. Мы будем сейчас вывязывать вот такие шишечки на ножке. Вот если вы увидите, здесь идет такая полосочка из оставшихся передних полупетелек. Вот здесь ее хорошо видно. Так, вяжем за задние полупетли. Провязываем для начала 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Вязали 4 столбика, и теперь будем вывязывать шишечки. Делаем накид, в следующую полупетлю вводим крючок и провязываем только этот накид, оставляя петлю на крючке. Так делаем 4 раза. Сейчас первый провязали, второй, также оставляем петлю на крючке, третий,
и 4. Вот у нас получилось с вами на крючке 5 петель. Теперь мы их все вместе провязываем. Далее следующее провязываем 3 полупетли, 1 столбик, 2 и 3. Вяжем теперь точно такую же шишечку. Накид, первый раз, второй, третий и 4. Все это провязываем в одну петлю. 5 петель на крючке провязываем вместе. Дальше снова провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И провязываем еще одну третью шишечку. Точно так же. Раз, два, три, и 4. Далее довязываем до конца ряда 23 столбика без накида, также за задние полупетельки. Первый, второй, третий, 4, 1, 22, 23 столбик. Следующие ряды мы будем уже вязать за обе стеночки петель, как мы обычно это провязываем. Получается, следующий 8 ряд нам нужно с вами провязать 36 столбиков без накида. Довязали, вяжем дальше следующий 9 ряд. Нам нужно провязать сначала убавку. Три столбика без накида. Первый, второй, третий. Далее вяжем убавку. 2 столбика без накида. Первый, второй. Убавка. 2 столбика. Первый, второй. Убавка. 3 столбика. Первый, второй, третий. Убавка. Далее провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, 4, 5, 6. Провязываем убавку. И довязываем 8 столбиков. Первый, второй, третий, 4, 5, 6, 7 и 8. Следующий 10 ряд. Провязываем 4 столбика без накида, убавка, и так повторяем 5 раз. Вяжем первый столбик, второй,
третий, четвертый и провязываем убавку. Один раз провязали, еще 4 раза, 4 столбика убавка, провяжите до конца ряда, и в итоге у нас получится 25 столбиков в этом ряду. Вяжем 11 ряд, провязываем первый столбик, второй, третий, и дальше вяжем подряд 3 убавки. Первая, вторая и третья убавочка. Далее довязываем до конца ряда 16 столбиков без накида. Но пока вяжем эти 16 столбиков, на 9 нам нужно поменять ниточку на цвет тела. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9 столбик до конца не довязываем, оставляем на крючке 2 петли. Получается как раз посередине ножки сзади. Белую ниточку обрезаем. Все, в этой детали она нам больше не пригодится. Присоединяем нить цвета тела и довязываем этот 9 столбик уже другим цветом. Дальше продолжаем вязать уже до конца ряда оставшиеся, сколько у нас получается, 7 столбиков. Следующий 12 ряд мы провязываем 1 столбик без накида. Далее вяжем подряд 3 убавки. Первая, вторая, и третья. И довязываем до конца ряда еще 15 столбиков. В итоге в 12 ряду у нас получается с вами 19 столбиков без накида. 13 ряд вяжем 3 убавки. Первая, вторая, третья. Далее вяжем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем убавку. И вяжем еще 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Деталь наполняем плотненько очень вот эту нижнюю основную часть. Наполнили, вяжем 14 ряд. Провязываем убавочку. И дальше довязываем до конца ряда 13 столбиков. В итоге получается в общем в этом ряду 14 столбиков без накида. 15 ряд также провязываем в начале одну убавку.
И теперь до конца ряда провязываем еще 12 столбиков. 16 ряд вяжем также убавку в начале. И еще 11 столбиков без накида до конца ряда. Следующие 3 ряда 17, 18 и 19 провяжите по 12 столбиков без накида. Провязали, добавляем наполнитель вместо перехода от белой к рыжей части, чтобы вот здесь не было пустое место, тогда не очень симпатично будет смотреться. Так, провязали, и теперь нам нужно с вами сложить деталь пополам и провязать еще по 6 столбиков без накида за обе стенки. Но ножки будут немножко косолапенькие, поэтому на первой ножке я 1 столбик без накида распускаю, и она у меня будет немножко вот так смотреть вовнутрь. На второй ножке мы наоборот сейчас провяжем большее количество. Так, на первой одну не довязывая, складываем пополам и провязываем за обе стеночки 6 столбиков. На второй ножке наоборот. Вот мы довязали ряд на второй ножке и провязываем еще дополнительно 3 столбика. Первый, второй, третий. И также складываем ножку пополам, провязываем, и она у нас уже будет смотреть с другой стороны также вовнутрь. Получается первая ножка вот здесь, это вторая. Все, складываем пополам. Верхнюю часть я не набиваю. Здесь примерно 4 ряда у меня совсем без наполнителя, дальше уже набиты. Провязываем 6 столбиков за обе стеночки. Ножки также будут ввязываться в туловище. Пятый и шестой. Вторую ножку вяжем точно так же. Единственное то, что в конце провяжите или 3 столбика, если вы сейчас провязали на первой ножке, не довязали один. В общем, смотрите, чтобы ножки смотрели внутрь, если вы хотите так, конечно. У меня вот этот тигренок, он такой немножечко косолапенький. Видите, как у него ножки вязаны? Они не прямо смотрят вот так, а немножко под наклоном. Без комбинезона это видно лучше. Все, свяжите так вторую ножку. И сейчас продолжим вязать остальные детали. Это у нас идет хвостик, мордочка и ушки. Давайте, наверное, начнем с хвостика. Для хвостика также делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Колечко затягиваем. Можно поставить маркер на последнюю петельку. Дальше следующий ряд провязываем 6 прибавок. И в итоге у нас получается 12 столбиков. Первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Провязали. И дальше мы с вами будем вязать по кругу, без прибавок и убавок, 24 ряда по 12 столбиков.
Всего получается от самого начала у нас получится 26 рядов. Довязали, в общем, 26 рядов хвостика. Я его не наполняю, оставляю так же. Вот так он у меня выглядит уже в готовом варианте, пустой, без наполнителя. Дальше складываем деталь вместе и провязываем 6 столбиков без накида за обе стеночки. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Воздушная петля, ниточку обрезаем, не длинную, хвостик будем ввязывать, и вытягиваем. Все, хвостик готов. Ручки, ножки мы тоже уже с вами связали. Теперь из дополнительных деталей у нас еще остается мордочка и ушки. Так, давайте свяжем, наверное, в первую очередь ушки. Они состоят из двух деталей и обвязаны уже после вместе коричневой нитью. Начинаем белый цвет. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, и шестой столбик. Колечко затягиваем. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваемся и провязываем 6 прибавок. Колечко мы не смыкаем в круг. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестую вяжем прибавку. Далее воздушная петля, ниточку обрезаем. И вытягиваем. Получается, в кольцо мы провязали 6 столбиков, развернулись и провязали еще 6 прибавок. Так, это на первое ушко одна белая деталь. Свяжите еще точно такую же одну деталь цвета туловища тигреночка. Провязали. Берем пряжу коричневого цвета и теперь будем связывать между собой две наши детальки. Складываем их вместе. Лицевая сторона здесь, и у рыженькой тоже лицевая сторона здесь. Вводим крючок под первый столбик и также сразу вводим под обе детали. Захватываем коричневую ниточку. Оставляю я ее подлиннее, мне потом так будет удобнее пришивать. Покажу, как я это делаю. Вытягиваем, провязываем воздушную петлю. Это будем считать за первый столбик. Далее вяжем следующий, второй столбик. В третий мы провязываем убавку. То есть вытягиваем и оставляем петлю на крючке. И второй раз. В следующую петлю также вводим крючок, вытягиваем и теперь провязываем их вместе. Снова вяжем один столбик, второй и провязываем убавку. Раз,
третий раз также провязываем первый столбик, второй столбик и убавку. Воздушная петля, ниточку обрезаем длинную, потому что ушки мы будем пришивать. Все, и вытягиваем. Все эти хвостики мы попрячем в процессе пришивания. Вот эти два сейчас можно обрезать, которые у нас остались от кольца амигуруми. Так, покороче обрезали, и можно спрятать между ушком, между деталями ушка. Все, эти пока хвостики оставьте, мы потом тоже в процессе пришивания их спрячем внутри. Вот так это у нас выглядит. Свяжите второе ушко точно так же. Приступаем к вязанию мордочки. Делаем кольцо амигуруми белой пряжей. В кольцо провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем, ставим маркер и вяжем следующий второй ряд. Провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Первый, второй, третий. Дальше вяжем 2 столбика. Первый и второй. Снова вяжем 3 столбика в одну петлю. Первый, в эту же петлю второй, в эту же петлю третий. И провязываем оставшиеся 2 столбика до конца ряда. Первый и второй. Провязали, получилось у нас в общем 10 столбиков во втором ряду. Следующий третий ряд мы вяжем подряд 3 прибавки. Первая, вторая прибавка, третья. 2 столбика. Первый, второй. И еще один раз вяжем точно так же. 3 прибавки, 2 столбика. Первая, вторая прибавка, третья. И провязываем 2 столбика. Следующий ряд мы вяжем четвертый. Провязываем 1 столбик без накида прибавка. Так повторяем 3 раза. 1 столбик, прибавка. Второй раз вяжем 1 столбик, прибавка. И третий раз вяжем 1 столбик, прибавка. Вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. И снова повторяем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, прибавка. Второй раз столбик, прибавка. И третий раз столбик, прибавка. Дальше вяжем 2 столбика без накида. Первый и второй.
5 ряд провязываем 2 столбика прибавка 3 раза. Первый столбик, второй, прибавка, первый столбик, второй, прибавка, первый столбик, второй и прибавка. Вяжем 2 столбика, первый, второй. Далее провязываем прибавка 2 столбика 3 раза. Прибавка. Раз, два. Второй раз вяжем. Прибавка. Раз, два. И третий раз провязываем прибавку. Раз, два. Довязываем оставшиеся 2 столбика до конца ряда. Первый и второй. Провязали так 5 рядов. Следующий 6-й ряд мы провязываем 3 столбика прибавка 3 раза. Первый, второй, третий и вяжем прибавку. Второй раз вяжем первый столбик, второй, третий, прибавка. И третий раз провязываем первый, второй, третий столбик, прибавка. Вяжем 2 столбика, первый, второй. Далее вяжем прибавка 3 столбика 3 раза. Прибавка, первый столбик, второй, третий. Второй раз вяжем прибавка, первый столбик, второй, третий и третий раз провязываем прибавка, первый, второй, третий. Довязываем еще 2 столбика, первый и второй. Провязали 6 рядов, в общем получилось 34 столбика. И дальше провяжите 7-й ряд, 34 столбика без накида. Провязали, следующую петлю провязываем соединительный столбик, ниточку вытягиваем подлиннее, будем пришивать этой же самой нитью. И на этом мы с вами связали все дополнительные детальки. Самостоятельно вяжем еще одну ножку, одну ручку и одно ушко. В следующей части мы все это вместе соединим, свяжем туловище, голову и полностью уже оформим тигреночка.